Всем привет! В этом видео делаю сказочный торт-гриб с крупным декором фантазийной бабочкой. Бабочка получилась просто волшебная, и ее крылышки при покачивании торта немного шевелятся, что оказалось очень уместным. По уровню сложности этот торт и декор я бы отнесла к легким. Здесь все оказалось достаточно просто, несмотря на кажущуюся сложность на первый взгляд, но справится и начинающий кондитер, и даже просто любитель. И главное, с чего начинается гравитационный торт, это, конечно же, правильная подставка. Я использовала подставку из моего интернет-магазина. Она состоит из двух круглых подложек диаметром 30 и 15 см. Собираю подставку, как указано в инструкции. Шпильку закрепляю гайками и шайбами, а также снизу подложек устанавливаю пластины. Они дают дополнительную прочность подложкам, не дают им прогибаться под весом торта. И обязательно надо очень сильно закручивать гайки. Приобрести такую подставку вы можете по ссылке в описании в нашем магазине Tiramisu.in.ua. С помощью фольги изолирую металлические детали от торта. В предыдущий день я уже испекла медовые коржи для этого торта. 4 коржа имеют диаметр 20 см, еще 4 коржа диаметром 15 см. А из остатков теста я спекла еще 4 маленьких коржика разного диаметра. Собирать торт я буду на отдельной тонкой подложке, так как диаметр моих коржей больше, чем диаметр верхней подложки на подставке. В центре тонкой подложки надо обязательно сделать заранее отверстие. Прослаиваю коржи крем-чизом на сливках. Соотношение сливок к сыру 1 к 1. Такой крем получается влажным, и он хорошо пропитает коржи. У меня остались лишними 2 маленьких коржика, как раз ими я заполню вот эту ступеньку на торте. Весь торт покрываю оставшимся кремом, накрываю его пленкой и убираю на пропитку минимум на 8 часов. Пока торт пропитывается, начинаю делать бабочку. Понадобятся распечатанные или нарисованные шаблоны крыльев в реальном размере. Эти шаблоны вы можете скачать по ссылке в описании. Также понадобится 2 отрезка ацетатной пленки по размеру крыльев, или же можно взять просто файлики, флористическая проволока, у меня она диаметром 0,8 мм, готовый айсинг для гибкого кружева, кондитерский мешок, желатин, вода и пищевые водорастворимые красители выбранных вами цветов. Создание крылышек начинается с того, что из проволоки нужно сделать каркас, четко по рисунку. Прикладываю проволоку к рисунку, начиная от верхушки крылышка и изгибаю ее. У основания крыла делаю из проволоки удлинение, которое потом поможет установить это крыло в торт. И продолжаю следовать по рисунку. Слежу, чтобы проволока максимально прилегала к столу. Точно так же делаю каркас для второго крылышка. После этого окрашиваю готовый айсинг в сиреневый цвет, помещаю его в кондитерский мешок и делаю маленький срез. На рисунок кладу пленку, чтобы она не ерзала, ставлю стакан и айсингом обвожу все линии рисунка. Друзья, если вы хотите поддержать меня и мой канал, поставьте лайк этому видео и поделитесь им в своих социальных сетях. Эти 2 простые действия, особенно репост, очень помогают продвижению видео. Заранее спасибо! Теперь прикладываю проволочный каркас к айсингу. Проволока хорошо прилипает. Стараюсь состыковать контуры крыла. Вторым слоем айсинга закрываю видимые части проволоки. То же самое проделываю со вторым крылышком. Сначала обвожу все контуры айсингом, потом укладываю проволочный каркас и закрываю его вторым слоем айсинга.
Пока убираю этот лист в сторону и делаю малые крылышки. Процесс тот же, делаю каркасы, рисую айсингом контуры, укладываю проволоку и закрываю ее вторым слоем айсинга. Дальше использую съедобные блестки. Чтобы отделить крупные блестки от мелких, я их просеяла через крупное сито. Видео, как сделать такие блестки в домашних условиях, уже есть на моем канале, ссылку на него я оставила в описании. Если вы не видели, проходите, смотрите. Пока айсинг липкий, немного присыпаю его этими съедобными блестками. После этого замачиваю желатин водой. На 5 грамм желатина беру 25 грамм холодной воды. После набухания желатина растапливаю его в микроволновке, перемешиваю, чтобы не осталось крупинок желатина, и убираю пенку с поверхности. Делю желатин на 4 части и окрашиваю каждую из них в нужный цвет. Я выбрала фиолетовый, синий, вишневый и желтый. В синий и вишневый добавляю немного фиолетового, так эти цвета будут лучше сочетаться между собой. И теперь начинается самое интересное. Цветным желатином с помощью кисточки заполняю пространство в крылышках. Слой желатина должен быть не слишком тонким, но и не слишком толстым. Чтобы раскрашивание получилось симметричным, мне удобно работать сразу с двумя крылышками одновременно. Несколько фрагментов я заполнила чистым фиолетовым цветом. Если желатин уже успевает застыть в рюмочке, то подогреваю его в микроволновке пару секунд. Дальше использую синий цвет. Пока желатин теплый, он скатывается по пленке. Постепенно распределяю его и добавляю сюда же фиолетовый цвет. Примерно то же самое стараюсь повторить на втором крылышке – синий и фиолетовый. Следующие детали я хочу раскрасить желатином 3 цветов. Наношу синий, затем фиолетовый. Здесь желатин уже немного остыл, и он прям быстро пристывает к пленке. И это дает возможность сделать более явными границы этих цветов. И добавляю розовый цвет. Точно так же закрашиваю следующие несколько деталей. И слежу за тем, чтобы не оставалось пробелов. Желтый желатин за это время уже застыл, прогреваю его в микроволновке и наношу небольшими фрагментами по всему крылышку. Все рюмочки с желатином я еще раз подогрела и раскрашиваю второе крыло. Теплый желатин растекается по пленке, и если дать ему так схватиться, то тоже получается очень классный эффект. Короче говоря, я получила огромное удовольствие, пока занималась этими крылышками. Процесс поглотил меня, я прям кайфанула. Аналогично я раскрасила оставшиеся 2 крылышка. Оставляю эти заготовки сушиться просто при комнатной температуре на столе. Сушка займет минимум 12 часов.